13 минут. Столько прошло с момента удара до того мгновения, к которому мы сейчас подойдем. Не 1000 лет, не сутки. 13 минут. Место действия – территория нынешней Северной Дакоты, 3000 километров от точки падения. Здесь спокойная речная пойма, отмели, коряги, рыба в мутной теплой воде. До эпицентра почти столько же, сколько от Москвы до Парижа. Удар случился на другом континенте, и здесь его сначала не заметили. Потом Земля качнулась. Не от взрыва, а от того, что сейсмическая волна обошла планету и добралась сюда быстрее любых обломков. Вода в реке поднялась стеной и пошла обратно, вверх по течению. Она несла все сразу. Пресноводную рыбу с этой поймы, морских аммонитов, которых здесь быть не должно, ветки, ил, целые деревья. А сверху в эту кашу падало стеклянное крошево, капли расплавленной породы, выброшенные ударом в космос и вернувшиеся обратно. Этот поток шел час или два, а потом все остановилось и застыло. Мы знаем это не по расчетам. Это место найдено и раскопано. Оно называется Танис, и в нем лежит слепок первых 2 часов после конца мезозоя. Рыбы с шариками стекла в жабрах. Существа, погибшие настолько быстро, что не успели даже опуститься на дно по-нормальному. А теперь то, ради чего снят этот фильм. Мы привыкли думать, что дальше была только смерть, и что жизнь возвращалась медленно откуда-то с далеких окраин, куда катастрофа дошла ослабленной. Это разумно, и это неверно. Быстрее всего жизнь вернулась туда, где не должно было остаться вообще ничего, в саму воронку. В прошлом фильме мы смотрели, как исчезает мир, у которого есть время. Мамонтовая степь уходила 1000 лет, по цепочке, звено за звеном, и никакой катастрофы там не было вовсе. Сегодня противоположный случай. Мир, который кончился за одно утро. 66 миллионов лет назад в мелкое море у берега нынешней Мексики вошел объект размером с гору. Про сам этот удар снято столько, что пересказывать его еще раз бессмысленно, и мы этого делать не будем. Он для нас точка отсчета, а не сюжет. Сюжет начинается на следующее утро. Планета, с которой одномоментно исчезли 3/4 видов. Небо, закрытое так, что растения не могут работать. Пищевые цепи, у которых снизу выбило основание. И вопрос, который в этой ситуации звучит почти нагло. Сколько нужно времени, чтобы все это заработало заново? Ответ распадается на 2 очень разных числа, и в этом весь фильм. Первое число – сколько держалась зима. Второе – как быстро в мертвой воронке снова появилась жизнь. И второе окажется меньше, чем подсказывает здравый смысл. Подпишись, если идешь с нами по истории Земли подряд. Мы уже прошли путь от древних океанов до мамонтов, и сегодня разбираем единственное утро, которое перечеркнуло все. Чтобы понять, что именно надо было пересобрать, посмотрим, что оказалось сломано. Начнем с неба. Удар пришелся в мелководье, где на дне лежали осадочные породы, богатые серой и карбонатом. Испарилось их столько, что в атмосферу ушли и сера, и углекислый газ, и, что важнее всего, мельчайшая силикатная пыль от растертой в порошок породы. Вот здесь наука недавно уточнила картину. Раньше главным виновником темноты считали сажу от глобальных пожаров и серные аэрозоли. Работа 2023 года показала, что зиму держала прежде всего пыль. Частицы настолько мелкие, что они висят в воздухе годами и не дают солнечному свету дойти до Земли. Что это значит физически? Глобальное среднее похолодание в первый год достигало по расчетам 15 градусов, а на суше в отдельных районах доходило до 25. Не на пару градусов, как при сильном извержении. И держалось это по расчетам около 15 лет. И это не единственное, что прилетело. Испарившиеся сульфаты вернулись на Землю кислотными дождями. Выброшенное в космос стеклянное крошево, входя обратно в атмосферу, раскалило небо, и в первые часы тепловой удар был такой силы, что во многих районах загорелась сухая растительность. По берегам залива прошли волны высотой в десятки метров, и следы их размыва видны в породе на 1000 километров. И отдельная злая случайность. Удар пришелся не просто в море, а в мелководье,
где на дне лежали породы, богатые серой. Расчеты показывают, что попади тот же объект в другое место, скажем, в глубокий океан или в кристаллические породы континента, выброс серы и пыли был бы заметно меньше, и последствия оказались бы не такими тяжелыми. Мезозой закончился в том числе из-за того, куда именно пришлась точка. Но холод и пожары здесь даже не главное. Главное – темнота. Растение не может расти без света. Фитопланктон в океане не может работать без света, а на них стоит все остальное. Травоядные, хищники, падальщики – вся конструкция целиком. Выбей основание, и рухнет все, что стояло сверху, независимо от того, насколько оно было сильным и большим. И вот теперь стоит сказать о сроке, который делает эту историю еще более жестокой. По годовым линиям роста в костях рыб из Таниса удалось установить время года. Удар пришелся на северную весну. Северное полушарие только выходило из зимы. Животные начинали гнездиться, шел нерест, появлялся молодняк. У многих видов запасы жира были на годовом минимуме после холодного сезона. Это худший момент из всех возможных. А в южном полушарии в этот момент была осень, и часть тамошних экосистем встретила катастрофу в лучшей форме. Некоторые исследования связывают с этим разницу в скорости восстановления между полушариями. Планета в этот момент не выжженная пустыня из фильмов. Она хуже. Она почти не тронута внешне, но в ней выключили свет. Теперь посмотрим на тех, кто прошел сквозь это, и попробуем понять, что у них общего. Ответ окажется обидным для всего крупного и красивого. Первое правило выживания в тот год – быть маленьким. Крупному телу нужно много еды каждый день, а еды нет. Мелкому зверю размером с крысу нужно ничтожно мало, и он способен переждать голодные месяцы. Ни одно наземное животное тяжелее нескольких килограммов ту границу не прошло. Второе правило – есть не то, что растет. Пока держится темнота, свежей зелени нет. Зато есть мертвая органика – опад, гниющая древесина, трупы, детрит. Все, кто умел питаться отходами, получили преимущество перед теми, кто ел живое. Отсюда третье правило, самое неожиданное – жить в воде, а лучше в мутной. Пресноводные экосистемы прошли катастрофу заметно лучше наземных. Река не зависит напрямую от солнечного света в моменте. Она приносит органику сверху по течению, из леса, и продолжает кормить всех, кто в ней живет, даже когда лес мертв. Именно поэтому крокодилы, черепахи, амфибии, рыбы прошли границу почти без потерь, а на суше не осталось никого крупного. Запомни это сочетание. Мелкий, всеядный или падальщик, желательно связанный с водой, желательно способный впадать в оцепенение и пережидать. Ни одна из этих черт не выглядит выигрышной в нормальном мире. Все они выглядят как признаки неудачника. Птицы прошли только те, что жили на земле и умели есть семена. Семена, в отличие от листьев, лежат и ждут годами, и в этом их огромное преимущество. Они как консервы, оставленные погибшим лесом для тех, кто придет после. А вот зубастые птицы мелового периода, которые жили в кронах и зависели от леса, не прошли ни одной линии. Теперь посмотри на обратный список, и он объясняет правила лучше всякой теории. Не прошли аммониты, царившие в морях сотни миллионов лет. Не прошли мозазавры и плезиозавры, о которых мы делали отдельный фильм. Не прошли птерозавры, хозяева неба. Не прошел ни один птичий динозавр. Что общего у всех выбывших? Они были крупными, специализированными и стояли высоко в пищевой цепи, то есть зависели от длинной цепочки под собой. Каждое звено этой цепочки в тот год работало плохо, а на вершине ошибки складываются. И есть еще одна деталь, которую видно прямо в породе и которая делает картину законченной. В некоторых разрезах сразу после границы идет не только всплеск папоротников, но и всплеск грибов. Споры и нити грибов в слое резко учащаются. Логика простая и мрачная. Гриб не нуждается в свете. Ему нужна мертвая органика, а ее в тот момент на планете было столько, сколько не было никогда.
Мир, где не работает фотосинтез, но полно мертвого материала, это идеальный мир для разлагателей. И самое живое, что происходило на суше в первые месяцы, происходило под ногами, в гниющей подстилке. Наши предки в этот момент, мелкие ночные зверьки, которые прятались от динозавров, около 160 миллионов лет. Вся их эволюционная история была подготовкой не к триумфу, а к выживанию в норе, в темноте, на скудной еде. Именно то, что требовалось. Мы разбирали эту линию в фильме про мир под ногами динозавров. Теперь наступил тот единственный сезон, ради которого она, сама того не зная, тренировалась. А растения? Здесь картина еще нагляднее, и она видна прямо в породе. Сразу над границей мела и палеогена, во множестве разрезов по всему миру, идет то, что называют папоротниковым пиком. В слое резко, лавинообразно возрастает доля спор папоротников, и одновременно почти исчезает пыльца цветковых деревьев. Папоротник – типичный захватчик разрушенной земли. Он первым появляется на остывших лавовых полях и на выгоревших склонах. Его споры мелкие, разлетаются далеко, и ему не нужно ждать опылителей и плодоносящих соседей. И вот деталь, которая связывает ботанику с астрономией. Смена поколений у таких папоротников занимает 2-4 года. Пик в слое означает, что у них было время отработать несколько поколений подряд, пока настоящий лес еще не мог вернуться. Это независимая линейка, по которой можно оценивать длительность самых тяжелых лет, и она сходится с расчетами по пыли. Все это звучит подробно до подозрительности. Разберем, откуда такие детали, потому что здесь у нас 3 разных инструмента, и каждый отвечает за свое. Первый – Танис, разрез в Северной Дакоте. Ценность его в том, что обычная геология не различает минуты. Слой в породе – это, как правило, тысячи или десятки тысяч лет, спрессованные в сантиметры. Здесь же произошло редчайшее. Событие само себя записало за один заход. Волна принесла материал и запечатала его в течение часа или 2, и с тех пор он лежал нетронутым. Как узнали про 13 минут? В жабрах погибших рыб нашли те самые стеклянные шарики застывшей породы, выброшенные ударом. Рыбы вдохнули их живыми. Зная траекторию выброса и расстояние до кратера, можно посчитать, когда первые частицы долетели сюда. Примерно через 13 минут после удара. Значит, рыба была еще жива в этот момент, а весь слой сформировался в ближайшие часы. Как узнали про весну? У рыб кости растут слоями, как годовые кольца у дерева. Летом быстрее, зимой медленнее. По последнему, незаконченному слою видно, на каком месте годового цикла животное погибло. У всех исследованных экземпляров рост оборвался в одной и той же фазе, соответствующей весне. Второй инструмент – бурение самого кратера. В 2016 году международная экспедиция пробурила скважину прямо в кратер Чиксулуп через шельф Мексиканского залива и подняла керн из так называемого пикового кольца, кольцевого поднятия в центре воронки, которое образуется в первые минуты после удара, когда порода ведет себя почти как жидкость. Что это дает? В керне лежит непрерывная запись. Сначала расплав и обломки самого удара. Выше – материал, принесенный обратным потоком воды в первые часы еще выше – обычные морские осадки. И в этих осадках видно, кто и когда вернулся в эту точку. Третий инструмент – микропалеонтология, то есть счет по крошечным раковинам планктона. Именно они дают самую точную шкалу восстановления, потому что их много, они быстро сменяют поколения и хорошо сохраняются. 3 независимых источника, 3 разных вопроса. Что было в первые часы? Что было в самой воронке? И с какой скоростью возвращалась жизнь? Теперь соберем картину и назовем результат, ради которого все это разбиралось. Кратер Чиксулуп – это углубление около 180 километров в поперечнике. В момент удара здесь испарилась порода. Не сгорела, не расплавилась, а перешла в пар. Температуры в очаге измеряются тысячами градусов. По любой интуиции это место должно было остаться стерильным дольше всего. Керн из пикового кольца показал обратное. Жизнь вернулась в кратерную чашу уже в первые годы после удара.
Не через десятки тысячелетий, а по геологическим меркам мгновенно. А еще через некоторое время здесь сложилась полноценная, высокопродуктивная экосистема. И произошло это в пределах примерно 30 тысяч лет. Быстрее, чем в ряде спокойных районов океана, куда катастрофа дошла заметно ослабленной. Эпицентр опередил окраины. Как такое возможно? Складываются несколько причин, и все они неочевидны. Первое. Удар оставил после себя тепло. Раздробленная и разогретая порода под кратером работала как источник энергии и грела просачивающуюся сквозь трещины морскую воду. Возникла гидротермальная система, и по оценкам исследователей, она держалась не годы и не столетия, а очень долго по любым меркам. Для микробной жизни это не катастрофа, а подарок. Постоянное тепло, минералы, растворенные вещества, поднимающиеся снизу. В Керни это видно прямо. В породе пикового кольца остались следы минералов, которые образуются только при циркуляции горячих растворов и вместе с ними следы микробной активности. Проще говоря, в кратере включилась подземная печка, и она работала на жизнь, а не против нее. Вторая. Воронка перемешала воду. Разрушенное дно, обратные потоки, обрушение стенок – все это подняло со дна питательные вещества, которых не хватало в спокойных районах. Место, где все разрушено, оказалось местом, где все доступно. Третье и самое обидное для нашей интуиции. В опустевшей нише выигрывает не сильный, а быстрый. Планктону, чтобы заселить область, не нужны ни миграция, ни поколение крупных животных. Ему нужна вода, свет и питание. Как только небо просветлело, он занял то место, где было больше всего доступного вещества, то есть воронку. Смени масштаб и представь конкретную картинку. Первые годы после удара. Полутьма, холод, море над кратером мутное и взбаламученное. И в этой мутной воде, прямо над испарившейся когда-то породой, уже идет жизнь. Микробные сообщества, первые ракушки планктона, следы роющих организмов в осадке. В 3000 километров отсюда, в Северной Дакоте, еще лежат нетронутыми тела, погибшие в первые 2 часа. А здесь, в самом центре катастрофы, уже началось следующее. Здесь надо быть осторожными и не превратить хорошую новость в сказку. Быстрое возвращение жизни в кратер не означает, что планета оправилась за несколько лет. Мы говорим о разных вещах. Одно дело – заселение конкретного места, другое – восстановление всей системы. Общая картина такая. Самые тяжелые годы с темнотой и холодом – это первые годы и в средних широтах примерно 1,5 десятилетия. Дальше начинаются качели. Климат мотает между остаточным холодом и потеплением от углекислого газа, который тоже вышел при ударе, и эта нестабильность тянется десятки тысяч лет. Экосистемы восстанавливаются неравномерно. Где-то планктон возвращается за годы, где-то леса собираются заново сотни тысяч лет. Разнообразие крупных форм жизни выходит на прежний уровень еще позже, и там счет идет на миллионы. Есть место, где эту сборку удалось разобрать по шагам, и оно заслуживает отдельного упоминания. В Колорадо, в местности под названием Coral Bluffs, нашли редчайшую вещь – непрерывную летопись 1-го миллиона лет после удара, где слой за слоем можно проследить, кто и когда появлялся. Последовательность вышла такая. В первые 100 тысяч лет папоротники и млекопитающие, дотянувшие уже до размера енота. Примерно через 300 тысяч лет звери уже размером с бобра, и вместе с ними в летописи появляются ореховые деревья. Еще через несколько сотен тысяч лет звери крупнее бобра под 45-50 килограммов, а рядом первые бобовые растения, то есть богатый белком корм. Обрати внимание, что растения и животные идут в этой летописи парами. Сначала появляется новая еда, потом тот, кто способен ей воспользоваться и вырасти. Планету не просто заселяли заново, ее собирали слоями, и каждый следующий слой становился возможен только после предыдущего. И вот главная асимметрия, которую стоит запомнить. Разрушение заняло 1 день. Сборка занимает время, которое человеческий ум толком не вмещает. Даже быстрый вариант, 30 тысяч лет до нормальной экосистемы в кратере,
Это примерно 10-я часть всей истории нашего вида, от первых людей современного вида до сегодняшнего дня. Но направление процесса важнее его скорости. И направление было такое. Жизнь не отступила и не начала заново с чистого листа. Она перезапустилась из мелких, невзрачных, неприхотливых форм, у которых не было ни одного признака чемпиона, и из тех мест, которые казались наименее пригодными. Вернись к рыбе из первого блока, к той, у которой в жабрах стеклянные шарики. Она погибла через 13 минут после удара, за 3000 километров от него, ничего не понимая, весной в разгар нереста. Она не была ни слабой, ни неудачливой, ей просто досталось конкретное утро. И примерно в тот же момент, на другом конце этой истории, в испаренной воронке начиналось то, что через 30 тысяч лет станет полноценной экосистемой, а через 66 миллионов приведет к существу, которое пробурит скважину и достанет оттуда керн, чтобы все это выяснить. Мы обычно рассказываем такие истории, как истории гибели. Считаем потери, называем проценты вымерших, показываем последний день. Но у этого сюжета есть вторая половина, и она интереснее первой. На Земле нет вечных королей, и мы повторяли это много раз. Сегодняшний фильм добавляет к этому еще одну строчку. Нет и вечных руин. Любое место, каким бы мертвым оно ни казалось, рано или поздно оказывается заселено, и чаще всего это делают не те, кого мы считали достойными наследниками. И последнее. Мелкий ночной зверек, который в тот год ел падаль и прятался в норе, не выиграл войну. Он просто оказался достаточно неприхотливым, чтобы пережить плохие годы. Все, что было дальше, расцвет млекопитающих, приматы, мы с тобой, выросло из этого скромного умения обходиться малым. Каждый раз, когда планета все ломала, у нее оставалось достаточно материала, чтобы собрать что-то новое. Пока что оставалось. И если тебе когда-нибудь покажется, что стеклянные шарики в жабрах рыбы – это слишком мелкая деталь, чтобы о ней говорить, вспомни, что именно из таких деталей мы и знаем, что то утро вообще было. Не из легенд и не из общих рассуждений, из 13 минут, записанных в камне. А теперь назови свое. Если бы у тебя была одна скважина и один шанс, где на планете ты бы искал следы первого года после удара и что рассчитывал бы там найти? Напиши в комментариях. А в следующем фильме мы уйдем очень далеко назад. Сегодня мы видели, как жизнь пересобирала себя десятки тысяч лет. Но однажды она сделала обратное. За геологическое мгновение придумала почти все планы тела, которые существуют сейчас, включая твой собственный. Это были забытые эпохи. Подпишись, чтобы не пропустить.